Всем привет и добро пожаловать на наидобрейший обзор. Сегодня спонсорский ролик будет совершенно нетипичным, ведь заказала его подписчица под ником Черри-Бомб. Женщина! Женщина! Так она еще и смотрит меня со времен обзора на турецкого Гарри Поттера. Не книги, как вы все привыкли, а сериала от Netflix. Вероятно, вы тот ролик не смотрели, а очень даже зря. Он был смешным. Что не скажешь о сегодняшнем экземпляре, ведь речь пойдет о известном 3,5 землекопом отечественном фэнтези «Легенды Саввары» за авторством Ильи Самсонова. По личной инициативе я за подобное никогда бы не взялся. Судя по всему, это какой-то полулюбительский авторский проект, который стартовал с бесплатной визуальной новеллы в 2023 году, ее геймплей на экране, и оброс 3 книгами, которые особой популярности не снискали. Так что, с одной стороны, это не какая-то популярная дичь с ордами упоротых фанатов, и пинать автора не хочется. Та же визуальная новелла, в отрыве от сюжета, смотрится сносно для проекта, сделанного на коленке пары энтузиастов. Это вам не Семецкий с его фури нацистами. Кто не в курсе, можете найти записи стримов об этом на Бусти или в моем Дискорде. Но с другой стороны, подписчица хотела мое честное мнение. И заключается оно в том, что в мире есть много других занятий, в которых Илья Самсонов мог бы себя реализовать. Например, котики. Все любят котиков, они теплые, пушистые и мурчат. Тут не требуется особых дарований. Если завести себя котика, он будет любить вас только за вкусную еду и крышу над головой. А книги, кажется, не его призвание. Это, конечно, все шутки, но романы и правда плохие. И раз за 3 года творчества не поменялось примерно ничего, то вряд ли автор одумается и станет лучше. Впрочем, лично я во всем виню Толкина, покусавшего фанатов еще 70 лет назад. Отчего они решили, что сюжет в фэнтези штука второстепенная, и написать его может любой кретин. А вот придумать целый мир – это очень сложно. И я, как известно, придерживаюсь обратных воззрений на развлекательную литературу. Какой толк с этого проработанного мира, если в нем нет интересных персонажей и их историй? Бывают, конечно, исключения, где они являются второстепенными, а мир и его развитие – сюжетной доминантой, как и фэнтези с интересным сюжетом. Но сегодняшний гость не из таких выдающихся проектов. Легенды Саввары обладают типичными проблемами, хоть их тональность несколько своеобразна для моих обзоров. Все же я специализируюсь на ранобэ, а эта писанина мимикрирует под полноценные романы. Книг всего 3, событий в них немного, и проще будет полностью пересказать. Но если вам неохота слушать о всей этой малоизвестной скукотище, что можно понять, то обрисую картину вкратце. По первой книге кажется, что все ингредиенты нормальной литературы на месте, но каждый из них слабо исполнен. Персонажи не совсем плоские, и есть пара примечательных экземпляров, но они плохо мотивированы, совершают дурацкие поступки, и их истории часто ведут в сюжетный тупик. Вместо одного протагониста тут ряд действующих лиц, между которыми скачет история. На первый взгляд они переплетены между собой. Но никакой нормальной интриги и саспенса нет, ведь автор неумеха тебе все спойлит, показывая их намерения заранее, а связанность сюжета – это лишь видимость. Стилистически все вполне серьезно. Практически темная фэнтези, где добро не торжествует и творится всякий жесткач. Однако повороты сюжета зачастую смехотворны, отчего происходит диссонанс. И даже ворлдбилдинг, который автору явно интереснее сюжета, довольно блеклый. Придумана куча разных рас и одних лизардменов 5 разновидностей. Но по большому счету глазу не за что зацепиться. И ощущается оно как вполне себе дженерик фэнтези без яркой индивидуальности. И черт бы с ним. Я всю первую книгу планировал дать отзыв, мол, это второсортное фэнтези, а использовать верные, но бесцветные сюжетные блоки недостаточно, чтобы лично я подобное прочитал и похвалил. Однако не все такие привереды, и если человек менее требовательный, любит фэнтези и готов сделать скидку на авторскую неопытность, то почему бы и нет. Я видел вещи гораздо хуже, и кому-то такое может понравиться. Напомню, что прошлый ролик был о «Владея ничем», и чмошность одного из главных героев в первой книге меркнет на его фоне. А потом я дочитал до кульминации арки, и она оказалась полным говном, где половина персонажей умерли за одну главу,
Сюжетные линии остальных ни к чему определенному не привели, а как бы избранный с хлебушком в голове сотворил какую-то невероятную хрень. Ладно, подумал я, первый блин комом, который автор, по его словам, писал в стол. Может, это все был сетап, и в 2 следующих книгах меня ждет панчлайн, где безграмотный дурачок из трущоб, не умеющий читать и использовать головной мозг, вырастет над собой, а писака вместе с ним. Но фиг вам, национальное индейское жилище. 2 книга о совершенно других героях на соседнем континенте. И вся связь — это появление персонажа 3-го плана в эпилоге. А также пару упоминаний реалий этой империи в 1-й. Притом в следующей будет все то же самое. Разве что по карте слишком далеко скакать не стали. А в конце появится персонаж 3-го плана из 2-го тома. Но вы не подумайте, теперь все это объяснено тем, что в конце все умерли. А некоторым за особую изобретательность даже присудили премию Дарвина. Думаю, общий посыл вы поняли, а детали я изложу в пересказе. Главное, влепите лайк, если еще этого не сделали, и про донаты со спонсорскими обзорами на Бусти не забывайте. Времена тяжелые, а я живу только вашей милостью. Дорогие мои дорогие. И мы начинаем. Только отключу геймплей визуальной новеллы, чтобы мой креатив не путался с авторским. А также учитывайте, что я буду компилировать события, ведь автор слишком часто меняет точки зрения в более крупные блоки и упрощает терминологию. Сюжет тут примитивный, но названия рас, стран, необычные имена и тому подобное сильно путают. Что, наверное, норма для фэнтези без дефолтных гномов и эльфов, но для пересказа не годится. Юлий, ученый из Империи Демонов, вместе с учеником и 2 магами отправляется за океан в тамошний университет. Но у него есть какая-то тайная миссия. История переносится в столичный город людей, где есть 3 региона – трущобы, основной и квартал знати. Канзан – житель трущоб из расы зеленомордых переселенцев, из расположенного неподалеку мистического леса. Той самой Савары, вынесенной в название, где их соплеменники прозябают на положении рабов у людоящеров. 800 лет назад было провалившееся вторжение из иного мира, к которому примкнули рептилоиды. Тогда зеленомордые восстали, и часть удалось бежать. Лес защищен магией, и на него напасть не выйдет, зато владыка людоящеров может натравить на окрестности армию монстров. Потому рептилоиды куда активнее интегрируются в общество и живут в обычных кварталах. Канзан, впервые отправившийся на работу в порт, поражается контрасту уровня жизни, а вернувшись, обнаруживает одного из своих братьев на последнем издыхании. Второго же схватила стража. Он бежит узнать у старейшины о его судьбе и узнает, что эта парочка бандитов подрядилась убить члена Совета Людоящеров, реформатора, топящего за разрыв связей с лесом и дружбу-жвачку с зеленомордами. Но покушение провалилось, а чтобы брата вызволить, требуется космическая для Канзано сумма. История переносится к Хоре, людоящерке-колдунье, которую первые приняли в стражу квартала знати. А еще представляют ее подружку-мага, которая заряжает магические фонари. Она немного пофлиртует с напарником Хоры и будет забыта. За ее назначением стоит член совета, на которого напали, и подозрение падает на его брата из фракции консерваторов. Она встречается с послом мистического леса и ее новым напарником, людоящером, назначенным в охрану по блату. Канзан идет к подруге детства, у которой была какая-то неприятная история с его братьями-бандюганами. По поводу пленного братца у него смешанные чувства, но он все же просит взять его на темное дело с целью подзаработать. По приказу одного из старейшин зеленомордых, они с подельниками должны устроить шухер на складе того самого людоящера, на которого было совершено покушение. Впрочем, Канзан не в курсе этого, и его цель увести погоню, пока другие делают дело. Он бы гарантированно умер, ведь это самоубийственное задание для новичка, но у загнанного в угол Канзана пробуждается магия, и он сбегает, запрыгнув на крышу. Позже тот испытывает свой дар, и, рухнув от усталости, видит какой-то огромный глаз. Услышав, что брата на следующий день казнят, то есть смысла пытаться заработать деньги не было, Канзан рискованно использует силы, попытавшись допрыгать до площади в квартале знати. Параллельно людоящерку Хору вводят в свет, и она знакомится с женщиной-послом страны зверолюдов. Те имеют давний конфликт с Империей Демонов. Также на приеме у нее происходит конфликт с послом леса, и брат советника, консерватор, наезжает на Хору. Забудьте, это ни к чему не приведет.
И вот это совпадение! Прыгнувший наугад Канзан приземляется прямёхонько на место преступления, где 5 секунд назад убили того самого людоящера-реформатора, на которого покушались его братья. Там его застаёт служанка и прибежавшая на шум Хора. Но на этом невероятные совпадения не заканчиваются. Начав упрыгивать от погони, он последним рывком попадает к единственному человеку в городе, который бы его не сдал – ученому из университета. Мало того, ему как раз нужен был Зеленомордый, и он нанимает Канзана в роли помощника. И до конца истории пытается учить этого остолопа уму-разуму. Оказывается, что старейшину, который предлагал вызволить брата за деньги, также убили. Прибывает делегация демона Юлия, и он слышит о назревающем в стране сепаратистском восстании, после чего встречается с ученым и Канзаном. Хора узнает, что воинственное племя людоящеров, подчиняющихся напрямую владыке леса, забрало тело члена совета и заявило, что захоронит его на родине, что подкрепляет ее подозрения, ведь раны на теле, которые она успела увидеть, были нанесены когтями. А зеленомордые — это простые люди, но зеленые. Я, кстати, так и не понял, в чем заключался гениальный план рептилоидов, если бы зеленая морда случайно не создала им удобное объяснение. На кой было нападать на склад, а потом убивать советника таким палевным методом? Хора идет по следу и узнает о пропаже служанки, но найдя ее, оказывается, что ту уже расчленили воинственные людоящеры. Она убивает их, а когда поспевает подкрепление во главе с ящером Шакуратом, она все валит на зеленомордого, владеющего магией. Попутно в трущобах начинают ходить слухи об избранном, который свергнет тиранию владыки леса, ведь зеленомордые не способны колдовать. Канзан тренирует магию под руководством ученого, Хора проверяет зеленомордого из университета, на которого ранее наткнулся ее напарник, и узнает Канзана, хоть у того во время инцидента было закрыто лицо. Да, план ученого вводить его по кварталам знати и надеяться, что никто не сопоставит единственного зеленомордого там с нападавшим, был не менее надежен. Ученые и демоны Юлии посещают совет. Там владыка леса овладевает телом посла и выдвигает ультиматум. Или люди выдадут колдующего зеленомордого в течение 5 недель, или он сам за ним придет. А так как назревает восстание, большинству не хочется его злить. Подруга детства Канзана слышит, что временный заместитель их старейшины намерен выдать избранного, и приходит в ярость, решая поднять трущобы на уши. Проговаривается, что миссия Юлия может привести весь этот континент в волнение. Но за прочитанные книги не приведет. А сам он пёхает магичку из своего сопровождения. Хора все рассказывает одному политику, и тот сводит ее с Рихаром, представителем короля, который в стране имеет чисто номинальную власть, но он хочет это исправить. Показывают владыку людоящеров, сообщается, что в прошлом именно зеленомордые правили лесом, а он убил их правителя, считающегося богом, и наложил печать, не дающую им колдовать. Но та со временем истощилась. После чего перед ним, как комета, падает какая-то женщина по имени Раска. Рихар заявляет Канзану, что они хотят смерти владыки леса и помогут развить его дар. А ученый пересказывает теорию о том, что зеленомордые правили лесом. Женщина-маг Мира, из потомков ренегатов, вынужденная носить ограничитель магии, учит Канзана. Та с ним флиртует и подкрепляет мысли об избранности, хоть на деле считает мусором. Канзан узнает о смерти брата, который якобы покончил с собой еще до казни. Но это ни к чему не ведет. Раз в третий он конфликтует по этому поводу со своей индифферентной матерью. Кстати, довольно выразительный персонаж, если бы не была сюжетной мебелью. И приходит к мысли, что там может обладать магией. А в прошлом воздействовал на его отца-абьюзера, чтобы тот себя убил. Ранее даже намекали, что она бывала в квартале знати. Но забудьте обо всем этом, мы, читатели книг, больше ничего не узнаем. В раздрае он рассказывает подруге детства о своей избранности. Заговорщики поручают Хоре заручиться помощью напарника из знати людоящеров. Но всплывает, что от того отреклись родители из-за какого-то доброго поступка. А советники об этом не знали, потому продвинули в элитную охрану. Все, про этого персонажа тоже можете навсегда забывать. Юлий встречается со вдовой из совета, которая флиртовала с ним на балу. Та утверждает, что владыка леса имеет тесные контакты со зверолюдами, и что океан не гарантирует защиту от нападения монстров.
Хора внезапно во второй раз переобувается и сливает Шакурату, который отвечал за убийство служанки, местоположение Канзана. Дескать, что-то ей сыкотно стало, да и владыка леса хоть тиран, но без такой крыши и в городе начнут прессовать. Волнения в трущобах разрастаются. Магичка Мира намеренно подается в спарринге, хоть даже с ограничителями может его одолеть, отчего Канзан окончательно верит, что он избранный. Параллельно Рихар из фракции короля готовит подставного избранного при помощи магического тату, насильно дающего магию, чтобы наверняка устроить восстание в трущобах. Обнаруживается, что людоящеры нашли в катакомбах, куда собирается Юлий и ученый, что-то важное. Те намерены там напасть на Канзана, но Шакурат, которому слила инфу Хора, недолюбливает племя воинственных ящуров, потому намерен это предотвратить и как-то там восторжествовать. Канзан приходит, чтобы раскрыть старейшины зеленомордых свою личность, но тот собрал людей, дабы его убить. В итоге подруга детства пыряет старейшину, собравшиеся жители трущоб начинают поножовщину, ведь увидев магию, часть решает перейти на сторону избранного, но Канзан, офигевший от произошедшего, тупо сбегает в квартал богачей, бросив все на самотек. Раскрывают, что в катакомбах располагаются две статуи. Это на самом деле магические мобильные доспехи, главное оружие демонов, которым они 800 лет назад победили все племена зверолюдов, кроме последнего, островного. Ведь те не получается перемещать по воде, а сокрытие секрета их производства – это главный приоритет империи. Один из сопровождающих Юлия оказывается погонщиком, специальным магом, не способным использовать другие заклинания, только управлять мехом. Юлий убивает ученого, а Канзан сходится с магичкой. Он оказывается на волосок от смерти, но ту убивает ящер Шакурат. Хоре, получившей подмогу, удается одолеть пилота робота, к тому же Шакурат прирезал члена воинствующих ящеров, но свалит все на Канзана. Юлий добирается до огромного робота размером с город. Канзан нападает на него, тот использует непонятно какую магию и падает куда-то вниз. Персонажи думают, что он умер, но возможно это не так. Впрочем, больше мы о нем не услышим. Хора сгоряча рассказывает Канзану, что его используют, и никто не верит в его избранность. Тот бомбит и кабанчиком добирается до таинственного леса, где зовет владыку выйти раз на раз. Тот появляется в какой-то магической форме и дубасит дурачину. После чего выскакивает Раска, что ранее упала как метеорит, подлечивает Канзана и говорит, что все же он избранный. Но сначала им надо найти осколки бога разрушения. Забывайте, Канзан больше не появится. Оказывается, что королевская фракция, выступающая против прогиба перед ящерами, нарыла компромат на вдовушку, с которой встречался Юлий, и она вынуждена к ним примкнуть. Но их подрезают ящеры, ведут в катакомбы, где показывают Мегазорда, и требуют, чтобы Шакурат получил место в совете. Все, это конец. В рамках вышедших книг мы не увидим продолжения ни одной из этих линий с сепаратистами, планом использования поддельного избранного, с отношениями владыки леса и фурей, магичкой Миры и подругой детства, между которыми разрывался сперматоксикозный Канзан и так далее. Сотрите это из памяти или ищите в комиксах и визуальных новеллах автора. Вторая книга начинается со встречи представителей Империи Демонов и одним из 5 капитанов Черного Сопротивления, сепаратистов, развязавших гражданскую войну 90 лет назад, которая сейчас находится в холодной фазе. А под их контролем остается 6-я часть Империи. Так как стране угрожает вторжение Орды, они предлагают амнистию, и 3 из 5 капитанов готовы проголосовать за возвращение в состав Империи. Персонаж Флавий доставляет местному военному министру Радиславу результат переговоров. И тот назначает Флавия трибуном одной из армий, защищающих столицу, дабы пост не достался человеку его конкурента, приближенного к императору. Флавий встречается со своей женой Октавией. Как оказывается, они оба спящие агенты сопротивления. Флавий всю жизнь провел в столице, так что надеется на мир и спокойную жизнь на хлебной должности. А вот Октавия желает продолжения войны, ведь империя издала указ, по которому приравняла всех, включая маленьких детей-повстанцев, к военным. А поселение, где она росла, было полностью уничтожено. Только у меня не спрашивайте, как при таких вводных можно установить мир. Та летит в скрытую столицу сопротивления. Опять же, как целый город можно спрятать, когда любой пленный способен сдать его координаты, и тут даже есть магия, считывающая память, я не в курсе. Там она встречает одного из капитанов, не желающих мириться. Он хочет использовать новый пост Флавия для атаки на столицу, с целью убить императора и нанести побольше ущерба.
Та заверяет, что Флавий точно согласится. В это время он отправляется к Радиславу и встречает мужика из расы здоровенных демонов с шипастыми башками. Тот планирует устроить племянника на аналогичный пост трибуна, который освободился, ведь повстанцы того зверски убили. Дома Октавий отрицает такую жестокость, ведь они просто сбили его птицу, а выжил он или нет, ей плевать. Как потом окажется, на того был обижен Радислав, и это он приказал прикончить бывшего трибуна. На деле совершенно бесполезная и ничего не меняющая в сюжете подведка. Флавий забирает свою дочь у другой семьи из спящих агентов, беспокоясь, что если тех схватят, то ниточка приведет к ним. Он рассказывает ей легенду, как богиня разрушения, та, чей осколок отправился искать Канзан, предала и убила Дейдара, бога, вторгнувшегося из другого мира 800 лет назад. Проглотила его плоть и сошла с ума. В свою очередь с ней сошлась и Лисия, которой тут поклоняются. Их сражение раскололо гору, где находится столица, но обе они в процессе погибли. Ее тело спрятано под городом, куда раз в год пускают паломников, и оттуда исходит мощная магическая сила. Позже объяснят, что прошлый вождь Орды хотел забрать из этой гробницы оружие их основателя, бывшего союзника Элисии, но сгорел, попытавшись войти внутрь. Так что возвращение оружия и месть за якобы вероломное убийство вождя – это предлог для грядущей войны. Идет часть про Агату, сильнейшую колдунью сепаратистов. Ее родню убили ровно как и у Октавии. А очистку проводил отряд из расы тех самых огромных демонов с шипами на голове. После назначения на должность Флавий слышит от Радислава, что тот ни в коем случае не должен контактировать с фавориткой императора. Но этот лопух сначала выслушивает легенду от тех самых демонов с шипастыми головами о том, как у них появились дополнительные рудиментарные глаза и крылья. Дескать, какой-то бог предложил им силы взамен на всех потомков вождя. Но одна из жен спрятала новорожденного, потому они всячески ненавидят баб. В это время магичка Агата приводит в сопротивление беглянок, во главе с женой шипастоголового, рассказавшего эту историю, а по мирному соглашению те требуют выдать им соплеменников, планируя всех убить. После чего Флавий соглашается нюхнуть забористой наркоты, а человек-конкурента Радислава, пользуясь моментом, подводит его к фаворитке. Но про фаворитку вы сразу можете забыть. Зато следом, в наркотическом трипе, он проговаривает Радиславу, что является шпионом. То есть и во второй книге сюжет двигается живительной силой идиотизма. Хоть нет, это никак не влияет на сюжет, а является лишь имитацией событий при помощи идиотизма. Ведь на следующий день Флавий так и так пытается сорвать атаку на столицу и сдает парочку агентов под предлогом, что один из них проговорился его жене, пытаясь ее завербовать. Радислав решает его не убивать, ведь тогда всплывет, что он протащил шпиона по карьерной лестнице. Идет всякая жесть, когда среди схваченных сепаратистов есть их маленькая дочь, и Радислав заявляет, что та уже соображает, и оставлять мстительницу нельзя. Тем более все это по указу императора. После военного совета Радислав загоняется, что мог привлечь слишком много внимания, желая укрепить свои позиции, и это может выйти боком. Ой, да ладно, он просто сдохнет через 5 минут, забудьте. Капитанов сепаратистов, прибывших на подписание, убивают. Флавий пытается убедить свою жену-фанатичку, что хер бы с ним с сопротивлением, переходи на темную сторону, у нас печеньки. Но та его убивает. То есть Радислав узнал, что он шпион, и это ничего не поменяло, ведь Флавий и так сдал бы сопротивление. А то, что Радислав его не убил, тоже ничего не изменило, ведь его все равно прирезала Октавия. Понимаешь ли, Илья Самсонов, в твоей истории от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это не повороты сюжета, он у тебя идет как по рельсам, и читатели буквально все знают заранее из-за структуры повествования, где показывается, что замышляет каждый персонаж. Показывают калейдоскоп ноунеймов с их сражениями. Колдунья Агата выживает, но от использования усилителя магии становится калекой. Безжалостный махинатор Радислав внезапно тупеет на 300 IQ и прется к Октавии, ведь ранее упоминалось, что они когда-то были любовниками. Притом он знает, что та затыкала ножичком Флавия, но оставляет охрану снаружи, тоже пытается убедить ее перейти на темную сторону, в процессе норовя полапать. И вот эта неожиданность, его она тоже убивает и сбегает через окно. Ну, может, нам просто не показали, как он в промежутке занюхал той самой волшебной травы. Простите, но это ж полный пиздец. 2 долбоеба подряд умирают одним и тем же идиотским способом, притом второй знает о смерти первого. В
конце шипастоголовые ловят беглянок, но одной из них просыпается дар, раскрываются рудиментарные глаза, и она убивает всех вокруг себя. После чего перед ней появляется Раска из первой книги. Пропускается 7 лет, Империя перестает щемить сепаратистов, сконцентрировавшись на Орде, но те все еще намерены мстить. Это конец, больше ничего по этому поводу не ждите. Надеюсь, вы представляете, как сильно мне хотелось читать третью книгу после 2 предыдущих, и как я совершенно ее не листал. Третий том начинается с кучи интерлюдий, в которых черт ногу сломит. Людоящер из воинственного племени, которое, как оказывается, испило крови владыки леса, натыкается на раненого колдуна из демонов и добивает того, чтобы никто не узнал о его присутствии. Прямо ощущаю руку автора. Все начинается с совпадений, и их будет больше. Потом кусок про зверолюдку из племени антропоморфных котов с чешуей. Та боится шипастую, пробудившуюся в конце прошлой книги, ведь у них пропал старейшина. Следом про колдуна Маркуса, способного занимать тела других. Он нашел какую-то волшебную сферу и использует тело, как потом окажется, того самого пропавшего старейшины, и видит огромный глаз. Точно так же, как Канзан в первой книге. Судя по всему, сфера — это один из осколков бога, который должен найти Зеленомордый. Главный герой тома — Кирос, маг, которого направили расследовать убийство главы захолустной башни магов. В ней он встречает магичку и арахнитку из искусственного подвида, похожего на гуманоидов. Последняя рассказывает о культе Маркуса, который 5 лет как считается казненным. Но убитый ящером глава их башни решил сокрыть это от центральных властей. Как оказывается, о том его попросил местный проконсул, которому не нужна шумиха перед предстоящим повышением. Он предлагает Кирусу затянуть расследование и не вызывать подкрепления. Тогда он поможет убрать его дочь из черных списков. В прошлом Кирус был безбашенным и втянул родню в проблемы, что стало причиной его алкоголизма. Магичка рассказывает, что в прошлом в башне пытались создать транспортный портал, но из него появились глаза и щупальцы. Портал удалось запечатать, но маги, включая ее сестру, погибли, потому она выбрала это место, чтобы докопаться до правды. Еще она сообщает, что за 5 дней до смерти глава башни пытался ее изнасиловать, но ей помогла арахнитка. Как выясняется, ту вырастили наемники из переселенцев с севера, где случился катаклизм, о чем упоминали еще в первой книге. Маркус узнает, что Кирус и арахнитка его ищут, и решает послать людей на них напасть. В это время людоящер узнает от пленного, что сфера у Маркуса. Атака подчиненных мага-ренегата проваливается, а парочка узнает, где его искать. После очередной стычки Маркус овладевает телом одного из последователей, однако Кирус использует антимагические кандалы, которые против него самого планировали использовать культисты, и выбивает Маркуса из тела. В бою арахнитку ранят болтом, но та касается сферы, слышит женский голос и регенерирует. В это время на основное тело Маркуса нападает зверолюдка, пытаясь узнать о погибшем старейшине и какой-то тьме, которая в нем была. Но сфера ту рассеяла при контакте, после чего зверолюдка сходится в бою с людоящером. Кирос бежит на место сражения и подбирает зверолюдку, потерявшую руку. Маркус через последователя интересуется, где сфера, и сообщает про людоящера из магического леса, и что тот устроил резню в одном из поселений. Кирос врет арахнитке, что позвал за подмогой. Впрочем, это ничего не изменит, ведь подмога так и так не успела бы прибыть. Очухавшись, зверолюдка говорит, что она служительница многоглазого бога, и ее, конечно же, послали за сферой. Кирос предлагает ей союз в защите от ящера, ведь подкреплений из центра не будет. А из разговора становится ясно, что арахнитка стала избранницей бога. Кирос продолжает расследование и узнает, что арахнитки не было в башне в ночь убийства. Та признается, что хотела порешить мага-насильника, но кто-то пырнул ее до того, как она успела. Говорю ж, совпадения только множатся. А всем, особенно читателям, совершенно плевать на то, кто первым на него напал. Кирос встречается с проконсулом и просит прислать к ним охранников. По плану им надо захватить Маркуса, когда тот нападет на башню, а потом можно будет заявить, что виноваты те, кто признали его мертвым. В это время Маркус рассказывает ящеру, где сфера. Того бафает владыка леса, принеся в жертву десяток подчиненных. Ящер атакует, Кирос выпускает зверолюдку и последователя Маркуса, чтобы те помогли в бою. В итоге магичка погибает, Кирос ранен, а ящер забегает. Арахнитка, которая опять пережила смертельную рану, во сне видит силуэт какой-то девушки.
В конце они намереваются найти ящера и отомстить. Начинаются эпилоги, сначала про паренька, к которому пришла четырехглазая деваха из прошлой книги, ставшая апостолом многоглазого бога. Та убивает его брата в наказание за утерянную тень и приказывает найти зверолюдку, иначе она порешит всю ее родню. В конце Маркус настигает людоящера, влезает к нему в голову, но попадает под контроль владыки леса. Тот провозглашает, что с его помощью он планирует захватить разум императора демонов. Да, во второй книге тоже что-то такое обещали, а вышел пуксреньк. Продолжение следует. Как вы могли заметить, структура повествования просто великолепна. Ведь за 3 книги не произошло примерно ни хера. Ни в плане отдельных сюжетов, ни в плане чего-то более глобального. Но если вам вдруг после услышанного показалось, что это нормальная фэнтези, и вы хотите то же самое, но с кучей еще более ненужных персонажей, которых я опустил в пересказе, то флаг вам в руки. На моем канале, конечно же, бывают вещи и похуже. Ну и как всегда, безмерная благодарность всем спонсорам с Бусти. 100 миллионов лет назад темные времена Земли, рептилоиды не брали все к рукам. Мезосойские ублюдки с Нибиру к нам пришли испортить жизнь нормальным мужикам. Восстала русская земля, пошла волна по снег материку. Богатыри встали под знамя Перуна, динозаврам объявив войну. Турбославяне против рептилоидов, битва за право.